Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ее неотправленное письмо. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Смотрите, проигрывается ситуация, когда вот вы кайфуете от той жизни, которая сейчас у вас есть. Вы кайфуете от того, что никто вам мозг не выносит, никто вам скандалы не устраивает. Вы что делаете, что хотите, то и делаете. Да? Куда хочу, туда лечу. Да, у вас есть некоторые вот страхи и комплексы. Давайте уточним по поводу чего страхи и комплексы. По поводу женщин, по поводу отношений. Потому что это связано, скорее всего, с каким-то плачевным, печальным расставанием. С женщиной, которая очень сильно любила деньги, красивую жизнь, да, которая была довольно эгоистичная, но которую любили вы. И вы очень сильно и очень много вкладывались в эту женщину. Поэтому вот у вас после этих отношений остался очень такой сильный неприятный осадок, ну, который вы до сих пор не можете как-то от себя отогнать. Вот вы не спешите завязывать новые отношения. Вот вам хорошо так, как сейчас вот вы находитесь. Хоть и есть некоторая ностальгия, да, есть ностальгия и по прошлому, и ностальгия по детям, и есть, знаете, вот вообще какая-то иногда как нахлынет на вас грусть, тоска, но вы, я думаю, ее очень быстро отгоняете. Вот отгоняете, потому что ну, вы не готовы, вы на 100% вы не готовы к новым отношениям. Вот вам хорошо здесь и сейчас. Да, где-то там, если копнуть, хотелось бы, конечно, и нового, и семьи, и дома, да, чтобы детский смех был, либо же там смех внуков, да, у кого как. Но, тем не менее, вы это все отгоняете, потому что очень серьезная психотравма, очень болезненно это все у вас происходило. И даже если кто-то из вас сейчас еще находится в каких-то отношениях с вашей бывшей, да, но это довольно неприятное общение. Да, оно может быть вынуждено, это может быть общение там, либо же кто-то судится, может быть, кто-то по поводу детей общается, еще какие-то моменты. Ну, это такое общение, которое вам бы хотелось, так знаете, чур меня чур, в таком духе. Хотелось бы держаться подальше и забыть вообще эту женщину как кошмарный сон. Это может проигрываться даже конфликтные ситуации до сих пор, даже спустя через какое-то время после разрывов. И опять же, поскольку да, меня разные люди смотрят, кто сейчас находится в отношениях, это довольно конфликтные отношения, это довольно неприятные, вообще токсичные отношения. Вот если вы сейчас кто-то живете еще, да, это отношения, когда не хочется идти домой, когда лучше после работы я там за рюмкой чая где-то с друзьями посижу, где-то в гараже потусуюсь, да, но только бы не идти домой. Напишите, вот есть такой момент или нет, особенно вот те, кто сейчас живут в отношениях. Такая ситуация могла проигрываться и у тех, кто уже разошелся, да? То, что я только что озвучила. Напишите, была у вас такая ситуация, что не хотелось домой идти, что лучше вы где-то там, ну, как бы подзадержите под любым предлогом, только бы не идти к этой фурии гарпии, да? Так, что еще? Деньги, в принципе, у вас есть, но опять же, у вас как-то оно периодами, да? Вот у вас были периоды, когда, ну так, знаете, не очень много денег было, но все равно как-то вот вы выкарабкиваетесь. Вы такой человек довольно сильный, волевой, у вас, в общем, деньги есть всегда. Вы умеете откладывать, вы, если надо, одолжите. У вас есть люди, которые могут одолжить. Но вот единственная проблема, которая в вашей жизни не решена, это личная жизнь. Но пока вы не готовы на 100% ее решать. Да, у некоторых могут проигрываться ситуации, когда вы пытаетесь знакомиться, да, хоть не очень-то вы и готовы, но вот как-то оно само собой могут завязываться романы легкие, могут быть какие-то симпатии, флирт, да, но вот именно серьезных отношений нет, хотя вы человек, который, вот вы если любите, то любите.
Но пока вы к этому не очень-то готовы. Вот есть некоторые сомнения, да, вот есть. Вы как-то, знаете, вот в неком таком тупике находитесь. Вроде бы, с одной стороны, вам хорошо, классно, кайфово, никто мозг не выносит. С другой стороны, ну, чувствуется все равно какой-то дисбаланс такой, да, вот какая-то неуверенность, вот на 100% счастливым вас, ну, я не могу назвать, да, вот все равно есть какая-то грустинка в ваших глазах. Так, давайте-ка посмотрим, какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад. Ну вот она снова раскрасавица пришла. Это, скорее всего, женщина, с которой у вас была семья, да, вот, которую вы кружили, которую вы любили, которой вот вы денежки давали. Ну, такой вот домашний спонсор вы были у нее. Опять же, может проигрываться ситуация, что некоторые из вас еще надеются на какое-то примирение. Вот выпало, что да, вы, возможно, даже будете какие-то шаги делать по сближению, но потому что вы просто не выдержите. Вот вы не выдержите той душевной боли, которая у вас есть по поводу вот этой женщины. Опять же, делаю акцент на том, что это некоторые из вас, да, потому что, ну, большинство, ну, скорее, это какой-то вот кайф, это уже привычка, да, вот мне хорошо одному. Не в том смысле, что вот я кайфую от одиночества. Вы кайфуете от того, что вам никто мозг не выносит. Вы настолько устали в прежних отношениях от вот этого токсичного состояния, токсичных отношений, да, что вы вот, ну, не хотите. Вы кайфуете просто от морального такого удовлетворения, от тишины какой-то, да, когда вы приходите домой, и вы можете спокойно лечь, телевизор смотреть, заняться какими-то своими делами. Ну, что хочу, то и делаю, да. И вам никто не будет говорить, вот ты валяешься на диване, ты бездельник, ты ничего не делаешь, и понеслась жара, да. Вот именно от этого, вот именно от скандалов, от выносов мозга, от этого вы кайфуете. Хотя, конечно же, вам хочется любви. Глубоко в душе вам хочется любви, но с другой стороны хочется отдохнуть от этого всего. Плюс вы прекрасно понимаете, что новые отношения это снова вкладывайся, это снова завоевывай, это все с нуля начинай. Ну как-то, ну не очень-то вы к этому готовы, если честно. Хотя вы довольно семейно ориентированный человек, вы щедрый человек, да? И вот эта женщина, которая пришла к нам на расклад, она это все получала. Вы давали ей все сполна, отсюда и борзота пошла, отсюда измены пошли, отсюда все проблемы и скандалы. Эта женщина может даже проигрываться у некоторых, что ну, чуть ли не как липку вас обобрала. Вот по максимуму, да, вот доила, ну, то есть как можно больше, даже после вот расставания, после разрыва, но я думаю, она немало себе забрала, либо же хотела забрать больше, чем того полагается. Плюс еще может быть, что даже вот когда вы разошлись, она периодически просит деньги. Напишите в комментариях. Довольно часто такое бывает, что вот женщина, казалось бы, уже разошлись, да, она вот появляется, либо же под предлогом, что на детей нужны деньги, там и туда, и сюда деньги. И то есть она постоянно пытается давить, да, кто-то на жалость давит, кто-то через детей давит, да, там, я не знаю, через проблемы какие-то. Ну, то есть человек, который ну, до сих пор не может вас оставить в покое, к сожалению. Вот она настолько привыкла к комфорту, настолько вот она привыкла к красивой жизни, но это благодаря вам. Сейчас у нее этого нет. Вот сейчас у нее как раз кризис с деньгами. Сейчас я у нее не вижу мужчин. Она абсолютно несчастлива в личной жизни. И знаете, вот она, если ищет, она ищет себе спонсора. Вот в прямом смысле слова. Она не в любви нуждается. Вот как-то, знаете, такое ощущение, что человек, который абсолютно холодный, эта женщина, вот, да, либо же она не умеет любить. Это может быть родом из детства, если ее, допустим, родители не очень-то любили, грубо относились к ней. Это, знаете, человек, который везде ищет выгоду. Но вот сейчас у нее такого спонсора нет. Поэтому давайте-ка теперь смотреть, что же за неотправленное письмо было, да? Я так полагаю, что это письмо было вам. Что же было в том письме? Ух ты! Ой, посмотрите.
В этом письме было, она, знаете, она писала вам письмо, ну, конечно же, она его не отправила. Ей было безумно плохо. Вот после вашего расставания, конечно же, она вам это никогда не скажет. Ей было безумно плохо. У нее жизнь поменялась вообще на 180 градусов. И все это ради денежек, да, вот туз пентаклей. Вот ей плохо было именно из-за денег, потому что вот вы ушли, и жизнь кардинально поменялась. Да, возможно, вы там и оставили ей какую-то сумму, там, допустим, квартиру ей оставили, да, ну, как порядочный мужчина. Но ей было плохо. Почему ей было плохо? Потому что, во-первых, она себя почувствовала очень одиноко. Вот вы ушли, и она почувствовала, что любовь ушла. И она осталась одна. Возможно, у кого-то там еще есть четвероногий друг. Ну, дети, понятно, да, может быть, у кого-то есть. Но вот именно плохо, что она почувствовала только с вашим разрывом. Была любовь, и ее не стало, и она осталась одна. Она почувствовала себя глубоко несчастной, глубоко одинокой и никому не нужной. Жизнь абсолютно поменялась. В первую очередь из-за вот этого состояния, да, вот состояние ненужности, состояние какого-то, ну, безденежья не могу сказать, но состояние денежных финансовых проблем здесь присутствует. Потому что с вами ее вот это вот финансовое благосостояние, когда вы были ее спонсором, оно ушло. И жизнь кардинальнейше померилась. Вот с вашим уходом вот просто она внутренне как бы умерла. Понятно, она вам этого не скажет. Ну как же? Она же звезда королева. Посмотрите, безумно было плохо. С вами она была императрицей. С вами у нее вот и интим был. С вами здесь было все. Вы старались и в интиме, и в деньгах, и в подарках, и всем. Вот, она была ваша императрица. Теперь она ничья императрица. Да, она осталась с короной на голове, она осталась такая же эгоистичная, такая же самовлюбленная, но теперь она плюс еще осталась несчастная, потому что любить некому, кружить некому. Я даже не вижу, чтобы она по жезлам особо прыгала, вот как-то, ну, давненько у нее жезлов этих не было. Ну, разве что она в магазине там в каком-то купила жезл, да, все понимают, что есть такие магазины. То может быть, ну, может быть, правда, конечно, бананы ее устраивают, но это такое дело, да, боже, что-то меня понесло сегодня, что-то жара на меня как-то не так действует. Вот как-то, знаете, я смотрю на этот расклад, и мне хочется ее чисто по-человечески пожалеть. Женщина, которая сама угробила все своими руками, вот она волком воет, потому что все пропало, все ушло, любовь убита. Так, вот она, обманщица наша, да, обманщица. Она вот по жизни, она вообще врет всем и вся. Вот она как дышит, врет. Для нее соврать это так, ну, поздороваться. Настолько легко и просто. Вот, знаете, бывают люди, которые, ну, там, даже по мелочи соврут, и потом ходишь, и тебя год совесть мучает. Это же нет. Она настолько врет профессионально, что здесь даже не подкопаешься. Здесь она теперь впахивает. Но доходы у нее очень маленькие. Если с вами вот у нее туз пентаклей был, то сейчас троечка пентаклей, да, чувствуете, да? Она пытается заигрывать к молоденьким мальчикам. Опять же, это у нас было, да, вот, насколько я помню, не в одном раскладе, что как-то вот больше по молоденьким она пытается. Но с молодыми у нее не получается абсолютно. То, что она там фильтрует этих вот мальчиков, да, вот подыскивает какие получше. У нее не получается особо их заарканить. Глубоко несчастный человек. Ну вот, впахивает, работает. Ох, как тяжело ей, да, вот тяжело, работа дается, вот не привыкла она много работать, что ж такое, бедная девочка, да, вот не привыкла, хочется красивой жизни, а работать не хочется. Вот она, смотрите, вот она, опять вы вот выпадаете императором, не исключено, что некоторые из вас могут попасться в ее сети, поэтому такое маленькое предостережение вам. Будьте осторожны, потому что она вот с примирением может подлезть, потому что вот вы император выпали, вы довольно успешный человек, который много чего и давал, и может дать, поэтому она
еще может вынашивать такую идею, как бы подлезть, как бы помириться с вами, чтобы снова все заиметь. Да, вот именно, смотрите, через постель она может подлезать. Она может подлезать именно, вот знаете, с такими, с любовными какими-то намеками. Ну, по типу, что я поняла, что кроме тебя никто мне не нужен, ты лучше всех, и вот в таком плане, да. Но в любом случае она это сделает так, что она выйдет победительницей. Вот она обдумывает, как бы подлезть, да, может быть, даже как бы вернуть семью, если это была семья, либо отношения. Ну, то есть такие планы она вынашивает. Будьте осторожны, будьте бдительны, потому что женщина очень такая обманчивая, коварная. Но это всего лишь ее иллюзии. Нет, у нее ничего не получится. Карта иллюзий у нас выпала. Я думаю, вы ее отошьете. Правда, некоторые, смотрите, у некоторых может из вас проиграться, что вы, конечно же, ну, поматросите ее немножечко. А потом, знаете, выбросите как ненужную вещь. Говорю ужасные вещи сейчас, но это может проигрываться у некоторых из вас вот именно из мести. Это такая своего рода месть. Поматросил и бросил. Вот как когда-то она вас предала, точно так вот можете поступить вы. Я не говорю, что это все так сделают, да, это общий расклад, но может такая ситуация проиграться у некоторых. Чисто вот из мести, чисто злорадство. А потом вы еще с друзьями, приятелями это можете обсудить, вот как вы бывшую выбросили, так сказать. Вот такая вот история, вот такое неотправленное письмо, это такая грусть, печаль, тоска, ностальгия, да, ну и, конечно же, в корыстных целях, без этого никуда. Вот так, я даже не знаю, вот что вам сказать, что посоветовать. Конечно же, вы все взрослые, будете решать сами, что вам делать в этой ситуации. Но я бы, конечно, не советовала сходиться с таким человеком, который исключительно ищет выгоду, который исключительно лживый, и который, ну, конечно же, если вы сойдетесь, снова будет врать и предавать. Вот и поймите для себя, сделайте вывод, решите, готовы ли вы снова в ту же реку войти и терпеть снова измены, вранье, предательство. Вот как-то так. Печалька, конечно. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!